Хей, здорово, ковбои, ганфайтеры и прочие обыватели Фронтира. С вами Order Project, и это новый выпуск в нашей модной рубрике. Сегодня я покажу вам подборку костюмов с платьями. Но, собственно, вот эти вот классные ребята попадают в сегодняшний выпуск. Хотите оказаться в следующем? Напишите свой классный комментарий. Также попрошу вас поделиться данным видео с друзьями, чтобы данная рубрика продолжала жить и развиваться. Ну а мы погнали. Первый у нас костюм, вот такое вот замечательное розовое платье с белым пиджаком. Пиджак можно найти в верхней одежде, и называется он пиджак Daventry. Собственно, вот такой белого цвета вам нужен для данного костюма. Дальше мы переходим в рубашки, и там мы выбираем с вами интересную такую сорочку с корсетом Флора. То есть корсет мы сверху не будем добавлять, хотя некоторые платья здесь будут собраны с помощью такой рубашки с корсетом и корсетом. То есть два корсета. Ну, юбка нам понадобится прерия. Она, по-моему, за голду данной расцветки. Ну, могу ошибаться. Вот такая вот розовая, собственно, вам нужна. Дальше, как бы стандартно для платьев, я выбираю туфли с чулками. Вот туфли-пуританки с чулками. Черные, красные, синие, ну в зависимости от костюма. Ну или какую-нибудь другую обувь на каблуке, собственно. Платье есть платье. Ну или может подходящую по цветовой гамму. Ну а второй у нас костюм, это мое стандартное красное платье, которое часто носил. Ну, кто следил за видео, смотрел. Но если вы впервые тут, то можете посмотреть на канале, есть полезные видео. Вам понадобится корсет, который вроде еще продается на этой неделе. Корсет Чемблис, но если уже, когда вы смотрите, данного корсета в магазине нет, не расстраивайтесь, его когда-нибудь добавят, просто ждите. Далее вам понадобится юбка Уэскот, она тоже немного, мне кажется, с корсетом сверху. То есть получается уже два корсета, но это так, тонкости и смотрится прикольно. Потом вам понадобятся туфли-пуританки с чулками красного цвета. Ну а третий у нас костюм на сегодня, немного аналогичен с первым. Нам также понадобится тот же пиджак, который находится в верхней одежде и называется пиджак Daventry, если кто-то забыл. Хотя очевидно, что верхняя одежда находится в верхней одежде. Но мало ли, всякое бывает. Дальше вам понадобится в рубашках. Мы найдем вот такую вот интересненькую. Мало уверен, кто ее использует. Хотя пишите, используете вы блузу с рукавами-крылышками. Ну а дальше, как ни удивительно, нам понадобится корсет Чемблис. Если на текущий момент, когда вы смотрите это видео, он не продается, не расстраивайтесь и просто подождите, когда его добавят, и снова включите это видео. Далее вам понадобится юбка Уэскот, такая вот белая в полосочку. Чисто белой нету, ну, можете подобрать какую-нибудь другую белую юбку. Ну а затем туфли-пуританки вот такие черные с белыми чулочками. Ну а также я не забыл для любителей холодов. И вот вам зимнее платье. Для начала вам понадобится в головных уборах соболиная шапка белого цвета. Вот так вот смотрится классно, прикольно. Можете, конечно, другую любую интересную для вас зимнюю шапку, но желательно белого цвета. Можете также напялить на себя бандану, но это не обязательно. В верхней одежде выбираем любую нравящуюся вам теплую верхнюю одежду, хоть пальто ДРом, хоть куртку Макбей, у кого есть, просто куртка Макбей из заграничной серии. У кого есть из заграничной серии зимнее пальто Стрелка, то вообще супер. Выбирайте белого цвета, как у меня, и будет четко. Ну а если нет, все-таки подберите то, что у вас есть. Ну или можете, в принципе, вообще без куртки. Тоже смотрится классно платье, это же все-таки платье. А куртка это так, чтобы был дополнительный эффект незамерзания на холоде. В общем, в рубашках вам нужна блуза с оборчатыми рукавами. Между прочим, кстати, двое платьев в данную рубрику сегодня не попали, они были в мексиканских костюмах. То есть смотрите первый выпуск, там есть тоже два классных платья. Но одно прям вообще топовое. Затем одевайте любые нравящиеся вам перчатки, чтобы согреть руки, так как это все-таки зимнее платье, то есть снежная королева, а там, ну, вот выбирайте, какие у вас есть, какие больше всего подходят. Я выбрал вот такие вот серенькие, потому что не нашел чисто белые, которые бы идеально просто смотрелись бы. Какие-нибудь варежки, я думаю, было бы просто вах. Ну, дальше мы идем в юбки и выбираем юбку зимнюю, юбку Кресвилл, вот такую вот розово-белую, подходит к нашей рубашке, к нашей шапке. Ну а затем в обуви выбираем, соответственно, что-нибудь теплое. Тут уже не проканают
обувь на каблуках, поэтому я лично не стал париться и взял сапоги Миллард. Все равно не видно, что ты там носишь, только вот кончики ботинков торчат. Ну а следующий у нас костюм, просто чисто вот такой вот розовый, кому нужно розовое платье. Можете без головного убора, можете с головным убором, это уже как вам хочется. Ну, кому интересно, что это за головной убор сейчас был, то я сейчас вам скажу. Это была у нас, так, сейчас найду, вот, шляпа Гардения, вот такая вот, с цветочками. Можно также одеть шляпу кавалера розовую, ну это кому надо. А можно вообще без шляпы, потому что, ну, как-то, ну, честно, такое, но подобрал кому надо. Так, дальше корсет Чемблис розового цвета. Вообще советую купить корсеты всех цветов, в принципе, чтобы были, потому что они прикольные. Затем идем в раздел рубашки и выбираем повседневную блузу, вот такую вот розовенькую. Она, по-моему, стоит 2 голды, если я не ошибаюсь. Затем идем в раздел юбочки и выбираем там юбку Gila Town розового цвета. Ну, собственно, можно будет подобрать и другого цвета, там, для других костюмов аналогичных. Далее заходим в сапоги Macmillan. Я говорил, что не только туфли-пуританки использую, но и другие. Вот, собственно, такое у нас теперь платье. Другое аналогичное. Так, выбираем зеленый корсет. Далее, как я говорил где-то в начале, выбираем рубашку с корсетом. Собственно, вот она, сорочка с корсетом Флора зеленого цвета. Далее выбираем юбку, про которую я говорил в прошлом костюме, платье, юбка Гелтаун зеленого цвета, ну и затем сапоги Macmillan. Собственно, ничего здесь не поменялось. Ну и можете сделать разных цветов. Вот, к примеру, черная. Для черной я выбрал юбку Westcott, потому что не обнаружил подходящие юбки Гелтаун. Ну и, собственно, можно сделать костюмы других цветов. К примеру, вот розовые. Для розового я выбрал юбку Прерии, вот такого вот розового цвета. Ну и, собственно, одел еще туфли-пуританки вместо сапогов Macmillan. Одел их вот такого фиолетового как бы цвета, фиолетово-черного. Ну, называйте как хотите. Я вот как вижу, так и говорю. Ну и можно сделать еще желтый. Ну, вообще, это вы можете сами посмотреть. Вот, собственно, для желтой юбка из нелинеющей ткани самое оно. А если заняться уже желтыми костюмами, то вот, если нужна шляпа, подходит шляпа кавалера, вот такая вот беленькая-желтенькая. Затем заходим в раздел, собственно, наших с вами корсетов. Тут все как по стандарту. Корсет Чемблис, потому что корсеты за доллары меня не устраивают. Они как-то смотрятся не так, не очень, честно. Но пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Далее в рубашках вам нужна блуза Уэнста желтого цвета с черным поясом. Ну и в юбках выбираем юбку из нелинеющей ткани желтого цвета. Ну а дальше сапоги Macmillan или туфли-пуританки черного цвета с белыми чулками. Это уже ваш выбор. Ну а дальнейший желтый костюм более такой для олдов, потому что я посоветовал бы одеть шапку, которая называется шляпа Питман. Она, по-моему, из первого или второго бандитского абонемента. Ну, можно, в принципе, и без нее. Далее просто накидываем на наш предыдущий костюм пиджак Сандовал. Он стоит, по-моему, 10 голды. Ну, это если кому надо. Ну, а следующий у нас костюм. Ну, а тут мы подберем вот такое вот синенькое платье. Нам понадобится корсет Чемблис, синенький вот такой вот. Далее понадобится блуза Малина белого цвета, если не ошибаюсь. Да, блуза Малина. Она стоит 3 голды. Ну, можете подбирать там блузу другого цвета, соответственно, под другую юбку, под другой корсет. Ну, а затем вам понадобится юбка из заграничной серии, подвязанная юбка синего цвета. Ну, можете одеть, в принципе, не ее, а там какую-нибудь, к примеру, юбку Констанцию синего цвета, там, или какую-нибудь другую юбку синего цвета, к примеру, юбку Уэска, тут такую синенькую. Но подвязанная юбка смотрится лучше всего. Ну, собственно, вот, смотрите, как смотрится юбка Констанция, вот такая вот синенькая. Ну, как-то не подходит, по-моему, под цветовую гамму, поэтому юбка подвязанная именно, она будет лучше всего. Ну, и тут дальше уже точно нужны туфли-пуританки с чулками, вот такие вот синенькие с белыми чулками. Немного тавтологии, да, не находите?
Ну и вот, собственно, какие еще бывают оттенки. Можно сделать красное платье, как вариант. Кому надо красное, вот. Кому надо фиолетовое. Ну и дальше вы сами разберетесь, собственно, почему бы нет, что за вас всю работу делать. Я вам показал основные идеи для платьев, потому что платья в самой игре представлены ужасно. У них персонаж выглядит как какая-то бабулька. Если согласны, пишите об этом в комментариях. Ну а также пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующей подборке костюмов в нашей такой вот модной рубрике Red Dead Online одежда. Собственно, также не забывайте подписываться на канал, жать нам на все уведомления, подписываться на группу, ставить лайки, делиться видео с друзьями. Всем желаю приятной игры, всем до скорых встреч, ребятушки, всем пока-пока.